Всем привет! В этом видео речь пойдет про то, как сделать простой измеритель сопротивления на базе АЦП-преобразователя популярных микроконтроллеров, таких как Arduino, Wemos, всяких микроконтроллеров на базе ESP8266 и ESP32. На самом деле даже не важно, какой микроконтроллер вы возьмете, важнее то, какой АЦП-преобразователь там будет установлен. В качестве примера я буду использовать плату Arduino Uno. Я уже снимал видео про то, как сделать вольтметр, амперметр и даже использовал их в своем самодельном USB-тестере. А значит, нужно снять видео про измерение сопротивления. Это видео также частично будет перекликаться с прошлыми видео про вольтметр и амперметр. Ничего не поделаешь, это схожие вопросы и материал по теме будет схожим. Под этим видео будет список временных меток для перемоток по разделам. Они вам могут понадобиться, если часть материала вы захотите посмотреть еще раз. Итак, прибор для измерения электрического сопротивления называется амметр. Работа цифрового амметра, так же как и работа любого другого цифрового измерительного прибора, основана на аналогоцифровом преобразователе. Аналогоцифровой преобразователь – это устройство, которое в соответствии с уровнем напряжения на входе возвращает цифровое значение на выходе. То есть, по сути дела, это и есть вольтметр. В Arduino Uno есть 6 пинов, которые содержат АЦП-преобразователь. Это контакты с номерами от А0 до А5. Чтобы их задействовать, достаточно в блоке Setup установить для них режим Input. После этого в программном цикле Loop можно будет получить значение с этого входа при помощи вызова функции analogRead. Эта функция возвращает целые числа в диапазоне от 0 до 1023, что соответствует напряжению от 0 до 5 вольт. Зная это значение, легко рассчитать напряжение на входе. На вход А0 должен поступать положительный потенциал. Его также стоит притянуть к земле через резистор. Номинал этого резистора может быть в очень широких диапазонах. У меня обычно получается, что номинал должен быть от 1 до 100 кОм. В противном случае на входе АЦП будут скапливаться радиопомехи, и значение на выходе не будет нулевым даже при нулевом потенциале. В Arduino Uno установлен 10-битный АЦП с уровнем логики 5 вольт, поэтому на выходе получается 2 в 10 степени значений, что соответствует напряжению от 0 до 5 вольт с шагом примерно в 0,005 вольта. В других микроконтроллерах может быть другой уровень логики АЦП и другая разрядность. Вот таблица с некоторыми популярными микроконтроллерами. Также есть отдельные Arduino модули, которые реализуют АЦП. Они могут пригодиться, если стандартный АЦП вас чем-то не устраивает или их недостаточно много. В Arduino можно менять значение опорного напряжения АЦП. Для этого существует функция analogReference. В качестве аргумента ей может быть переданы константы. Вот список этих констант. Эта функция меняет уровень опорного напряжения сразу на всех АЦП входах. Отдельное внимание заслуживает константа External. Дело в том, что на некоторых платах Arduino есть специальный контакт, который нужен для подачи на него опорного напряжения. Таким образом, можно изменить значение опорного напряжения на такое, какое вам будет удобно. Но я бы не стал использовать этот контакт для повышения напряжения. Он больше подходит для понижения напряжения. Входной сигнал часто содержит высокочастотные помехи. Поэтому на входе лучше подключить фильтр нижних частот. Он фильтрует помехи выше определенной частоты. Частота среза рассчитывается следующим образом. Например, если емкость конденсатора будет 10 микрофарад, сопротивление резистора 1 кОм, то частота среза будет примерно 16 Гц. Уменьшить шум также можно программно. Например, вместо того, чтобы делать одно измерение, можно сделать несколько десятков измерений подряд, а затем рассчитать среднее значение. Число измерений и паузу между ними лучше подбирать экспериментально. Аналогоцифровой преобразователь измеряет напряжение, а для измерения сопротивления нужно придумать, как, измерив напряжение, можно рассчитать сопротивление. Обычно используют делитель напряжения. Он используется для измерения сопротивления даже в заводских амметрах. Суть этого метода измерения состоит в сравнении неизвестного сопротивления с известным, путем измерения разности потенциалов, делителя напряжения, которые они образуют.
Давайте немного поговорим о том, что такое делитель напряжения, и вспомним школьную формулу для последовательного соединения. Делитель напряжения — это два резистора, соединенных последовательно. Эти резисторы я обозначу Rx и Rref. Rx — это резистор с неизвестным сопротивлением, а Rref — это референсный или опорный резистор. Его сопротивление нам известно. Через эти резисторы протекают одинаковые токи, а разности потенциалов, или проще говоря, напряжения, на них разные. Разность потенциалов на резисторе Rx я обозначу как Ux, а разность потенциалов на резисторе Rref обозначу как Uref. Общее напряжение цепи обозначу как U. Проще всего найти любые неизвестные параметры делителя напряжения из равенства токов и закона Ома. Через два резистора на рисунке протекает один и тот же ток. Ток — это напряжение, деленное на сопротивление. Ток, протекающий через резистор 1, равен разности потенциалов на этом резисторе, деленное на сопротивление резистора, аналогичный для второго резистора. А общий ток будет равен напряжению на концах делителя напряжения, деленному на сумму сопротивлений. Обведу в этой формуле известные величины, чтобы выбрать то уравнение, из которого я буду выводить формулу для неизвестной величины. Вот это уравнение. Из него нужно выразить Rx. Получается, что формула для нахождения неизвестного сопротивления выглядит вот так. Сигнал с ЦП преобразователя можно получить с помощью функции аналог read. При этом, если опорное напряжение для ЦП выбрано 5 вольт, то значению 1023 будет соответствовать напряжение на входе А0 в 5 вольт. Значит, чтобы найти напряжение на входе А0, нужно 5 вольт разделить на 1023 и умножить на значение, полученное с помощью аналог read. Если подставить эту формулу для вычисления неизвестного сопротивления, то можно получить короткую формулу для измерения неизвестного сопротивления, исходя из сигнала от ЦП преобразователя. Она выглядит вот так. Это и есть конечная формула, которую я буду использовать для нахождения неизвестного сопротивления. Как видно, она зависит только от сопротивления R. Опорное напряжение из нее исчезло. Минимальный код для получения этого сопротивления, написанный в Arduino IDE, выглядит вот так. После этого обычно собирают схему, показывают, как это работает, и все. Но я пойду дальше и рассмотрю еще несколько очень важных вопросов. Возникает вопрос, каким же выбрать опорное сопротивление Rref? Для ответа на него нужно проанализировать последнюю формулу, а заодно оценить погрешности измерений. Вначале я хочу посмотреть, как меняется цена деления нашего измерительного прибора в зависимости от показаний с АЦП. Для этого из предыдущих показаний нужно вычесть следующие за ними. Опорное сопротивление Rref выберу равным 100 Ом. Формула для вычисления цены деления АЦП выглядит вот так. Эта величина прямо пропорциональна абсолютной погрешности и совпадает с числовым дифференциалом от данной функции, вычисленным шагом 1. График этой зависимости выглядит вот так. Если опорное сопротивление выбрать другим, то изменится только масштаб графика, а его форма останется прежней. Он так резко возрастает, что я исключил точки вблизи нуля. Вот его значение вблизи нуля. Теперь я хочу оценить относительную погрешность измерений. Формула для вычисления относительной погрешности в процентах выглядит вот так. Ее график выглядит вот так. На этот раз график симметричен относительно центра. Относительная погрешность больше 5% вблизи точек 23 и 1000. Значение АЦП ниже 23 и выше 1000 лучше не учитывать при измерениях, потому что относительная погрешность в них будет большой. Глядя на эти графики, можно понять, какое именно референсное сопротивление нужно выбрать для тех или иных случаев. Для измерения важна относительная погрешность. И я хочу получить прибор, теоретическая точность которого не ниже 5%. Тогда получается, что минимальная величина сопротивления, которая сможет измерить этот прибор, будет вычисляться вот по этой формуле. А максимальная вот по этой формуле. Реальная погрешность, конечно, будет выше из-за шумов АЦП, но шумы АЦП величина постоянная. Код при этом немного усложнится, точнее говоря, совсем немного.
Если нужна теоретическая точность измерений выше 1%, то интервал нужно сузить еще и использовать вот эти формулы. Это минимальное и максимальное сопротивление, которое можно измерить с заданным опорным сопротивлением в пределах погрешности 1%. Если вы знаете максимальное и минимальное значение интервала сопротивлений и хотите найти оптимальное значение для референсного сопротивления, то это можно сделать, используя вот эту формулу. Это решение несложно получить, выразив из вот такой системы уравнений переменные rref и n. 1023 – это константа, равная максимальному значению, которое выдает АЦП. Для других АЦП она может быть другой. Величина отступа, то есть n, при этом будет равна вот такому выражению. Смысл этого n в том, чтобы точно попасть в диапазон от Rmin до Rmax. На деле его лучше выбирать исходя из относительной погрешности, а не из желания попасть в какой-то конкретный диапазон. Пользуясь последними тремя уравнениями, вы всегда сможете рассчитать, какое референсное сопротивление выбрать. Зная n маленькое, можно легко найти число различных значений в этом диапазоне. Обозначу его n заглавное. Это все замечательно, но есть способ для вычисления опорного сопротивления гораздо проще. Если мне нужно будет измерить точное сопротивление вблизи какой-то одной точки, так чтобы относительная погрешность была мала, то я выберу опорное сопротивление, равным этому сопротивлению. Тогда значения АЦП будут всегда вблизи 512, где относительная погрешность мала. Кстати, вблизи точки Rmax будет равен Rmin, и как следует из формулы, в которой референсное сопротивление выражается через Rmax и Rmin, это все будет равно референсному сопротивлению. В общем, это все значит, что если у вас есть терморезистор, вы хотите очень точно измерять температуру вблизи какого-то одного значения, то нужно измерить сопротивление этого терморезистора вблизи этой температуры и взять референсное сопротивление равным этому сопротивлению. Все, что было выше, это математическое доказательство этого утверждения. Но если вы сейчас подумали, что с тем же успехом можно взять середину диапазона, который вам интересен, то вы ничего не поняли. Диапазон нужно рассчитывать не так. Приведу пример. Допустим, у меня есть диапазон сопротивлений от 10 Ом до 20 кОм. Каким же нужно выбрать опорное сопротивление, чтобы захватить весь этот диапазон? Получилось всего 470 Ом, а не 10 кОм, как это можно было подумать. Посчитаю отступы и число различных значений. Сделаю проверку, потому что резистора с номиналом 447 Ом нет в природе, и он был заменен на резистор 470 Ом. Полученные значения достаточно близки к изначальным условиям задачи, значит резистор на 470 Ом подойдет. Обратите внимание, что 10-битный АЦП будет различать 980 различных значений, что не так уж и много на таком широком диапазоне. Но точность измерения каждого отдельного значения будет в пределах 5%. Вот это сложнее всего осмыслить. Чтобы это понять, еще раз взгляните на то, как выглядит цена деления АЦП. Следует задуматься об использовании 12-битного АЦП. Тогда число различных значений будет уже примерно 3900, если он, конечно, не шумит. А если бы вы использовали опорный резистор на 10 кОм, то у вас получился бы эффективный диапазон измерения от 230 Ом до 435 кОм. В изначальный диапазон при этом попадало бы 659 различных значений, значит точность измерений снизилась бы в 1,5 раза. Так что, как видите, выбор правильного опорного резистора – дело очень важное и нужное. Само собой, точность измерений можно повысить, если измерить точный номинал опорного резистора и использовать в программе именно его. Есть еще один вопрос, который может у вас возникнуть. Каким концом подключать делитель? В общем-то, это не важно. Ситуация симметрична с обоих сторон. Но я его подключу так, для того, чтобы при отключении измеряемого сопротивления АЦП был подключен к земле, а не к опорному напряжению. Ладно, на этом хватит теории, приступлю, пожалуй, к практике. В качестве примера соберу вот такую схему. Она позволяет измерять сопротивление в широком диапазоне.
Подключая измеряемый резистор к разным делителям, можно менять диапазон измерений. Мультиметр это обычно реализовано круговым переключателем. Я такой переключатель делать не буду. Буду просто подключать резистор к различным дорожкам на макетной плате. Проверю, как это все работает. Вверху на дисплее отображается сопротивление измеряемого резистора. Строчкой ниже цена одного деления вблизи этого значения. Еще строчкой ниже цена деления в процентах от значения в первой строчке. Эти два параметра пропорциональны абсолютной относительной погрешности измерения. Контрольный замер буду делать мультиметром. Номиналы резисторов стандартные. Это был резистор на 1 кОм. А это резистор на 100 кОм. Это резистор на 100 Ом. Arduino тоже показывает 100 Ом. Arduino говорит, что сопротивление этого резистора 1 мегаом. Практически так и есть. Можно сказать, что показания совпадают. Видео получилось очень большим, познавательным. Тексты для своих видео я обычно предварительно пишу в Word. И это уже 10-я страница текста. А это значит, что пора закругляться. Полезные ссылки, как всегда, будут в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Ставьте свои пальцы, подписывайтесь на канал. До свидания и до встречи в следующих видео.